Здорово, кукерсы! В этом выпуске мы крутим-вертим, а затем вертим-крутим. Мы покажем, как приготовить одно из 50 удовольствий жизни – синнабон. Ну, начнем с краткой истории. Синнабон. Что ты такое? Прежде всего, это не название блюда, а название бренда. Это как если бы мы называли бургер Макдональдс. Нелепо, а вот в Xerox так не думают. Исконное название блюда – Cinnamon Rolls, что буквально переводится как роллы из корицы. А по-нашему это булочка с корицей. Ну а суть нейминга Cinnabon происходит от английского cinnamon – корица, и bon от латинского хорошо. В результате получаем хорошую корицу. Блюдо так бы и называлось Cinnamon Roll. Если бы не в далеком 1985 году в городе Сиэтл, что на западе США, отец и сын не решили бы создать лучшую в мире булочку с корицей. Они перепробовали, наверное, все рецепты роллов с корицей, и нигде не понравился рецепт. И они решили создать свой рецепт с блэкджеком и корицей. Заморочились, наняли технологов и даже смотались в Индонезию, ведь только там есть тот самый сорт корицы – макара. Она растет на высоте 5000 метров над уровнем моря и славится концентрированным ароматом. После многочисленных проб они нашли тот самый синнабон. Рецепт до сих пор хранится строго в секрете. Мы надеемся, что подобрались близко к его разгадке. Just do it. Чтобы приступить к рецепту, проверьте все ингредиенты на своей кухне. Расчехляйте скалку, погнали! Для теста нужно приготовить 550 грамм муки, высший сорт, 200 мл коровьего молока, 40 грамм дрожжей, обязательно живых, 100 грамм сахара и 2 яйца, 75 грамм сливочного масла. Добавляем в емкость 200 мл теплого молока. Молоко должно быть теплое, но не горячее, примерно 30-37 градусов. Холодное молоко может замедлить процесс брожения, а горячее может убить наши дрожжи. Туда же добавляем ложку сахара, но без горки, чтобы сахар не съел дрожжи. И добавляем наших хедлайнеров тусовки, 40 грамм дрожжей. Туда же добавляем 4 столовые ложки муки. Все хорошо перемешиваем. Затем накрываем полотенцем, для того, чтобы дрожжи активизировались. Оставляем в теплом месте на 20 минут. Настало время растопить 75 грамм масла. Спустя 20 минут. Видно, как наша пышная опара выглядит замечательно, подросла и благоухает. Но тесто еще не готово. Добавляем 2 яйца и оставшийся сахар. Хорошо перемешиваем. Смешиваем и добавляем до однородной консистенции. Постепенно добавляем муку. Перемешиваем и добавляем, добавляем и перемешиваем, пока не получится плотная масса. Высыпаем оставшуюся муку. Тесто готово к нашему массажу. Начинаем его замешивать. Когда тесто уже замесили, добавляем в него 75 грамм топленого масла. Стараемся масло впитать в тесто. Накрываем и снова ставим в теплое место на 30 минут, чтобы тесто подошло и увеличилось вдвое. Ну а пока наше тесто нежится в теплых краях, сделаем начинку. Подготовьте 30 грамм корицы, 150 грамм сахара, 50 грамм масла, уже топленого. Для начинки требуется всего-то смешать корицу с сахаром или сахар с корицей, как вам вкуснее, растопить 50 грамм масла. У нас время летит незаметно и уже прошло 30 минут. Прекрасно, наше тесто выросло вдвое. Теперь его нужно раскатать. Хорошенько его разминаем и подминаем. Подготавливаем тесто к раскатке. Старайтесь раскатывать ближе к прямоугольной форме. Это нам потом поможет в финальной раскатке. Сворачиваем его таким образом. Тесту нравится такая забота. И снова даем ему подняться в течение 10 минут. Прекрасно, наш будущий синнабон вырос. Теперь последний раз раскатываем его до тонкого слоя. До толщины примерно 3 мм. Включаем машину времени и... Площадь теста примерно 40 на 60 сантиметров.
Теперь смазываем 50 граммами топленого масла. Берем смешанную корицу с сахаром, наносим равномерным слоем по всей площади теста. Прямо успокаивающе, прям кулинарная медитация. Расправьте тесто так, чтобы больше начинки впиталось. Подготавливаем основу к сворачиванию. Делаем это равномерно и не спеша. Мы не спешили, потому призываем силу великого рапида. Такая чудесная колбаса у нас получилась. Делаем метки под нарезку где-то 4-5 сантиметров. Приступаем к нарезке. Выкладываем на противень. Обычно хвостик выбрасывают, но мы не будем этого делать. Желательно раскладывать не сильно плотно, но тут уж как противень позволяет. Опять накрываем полотенцем и даем нашим синнабонам немного подняться, примерно 15 минут. Спустя 15 минут отправляем наших пышек в духовку с температурой 180 градусов на 20 минут. Пока синнабоны готовятся в духовке, сделаем соус, который крем. Нам надо просто взбить 250 грамм маскарпоне, молока 5 столовых ложек, сахарной пудры 90 грамм и взываем к помощи миксера. Все, соус готов. Достаем синнабоны из духовки. Как же они пахнут Рождеством. Прямо слышатся рождественские бубенцы. Ах да, поливаем нашим соусом. Делаем это торжественно, как награждение орденом за рождественское настроение. Чтобы соус равномерно впитался со всех сторон, покатаем его на таком аттракционе. Собственно, рецепт синнабон пришел к вкусному финалу. Мы поделились с вами рецептом, а вы можете поделиться лайком. Это подогреет нас к новым рецептам. До новых встреч, друзья. Подписаться тоже не забудьте.